Всем привет! Вы на канале Даша Техник, меня зовут Даша. И прошлые мои видео о трофеях российской армии с территории Украины вызвали немалый интерес. И основной вопрос был под этими видео, где же хваленые леопарды и челленджеры, и почему российская армия не захватила их в виде трофеев. И в этом видео я хочу как раз-таки разобраться, был ли шанс вообще у российской армии поиметь такие трофеи у себя. И разобраться, как показали себя немецкие бронированные кошки на территории Украины снова. В июне-июле 2023 года украинские войска попытались использовать на фронте танки «Леопард-2». И невольно напрашивается аналогия с судьбой германских танков «Тигр» и «Пантера», которые пошли в бой в массовом количестве 80 лет назад на Курской дуге, но так и не смогли кардинально изменить ход событий. Их наследники также столкнулись с грамотно выстроенной и стойкой российской обороной. Концепция, в рамках которых был создан танк «Леопард-2», ровно как и американский танк М1 «Абрамс» и британские «Челленджер-1» и «Челленджер-2», она предусматривала борьбу с советскими танками и общевойсковыми армиями на западноевропейском театре военных действий. И согласно типовому сценарию развертывания вооруженного конфликта в Европе между НАТО и странами Варшавского договора, предполагалось, что СССР и его союзники задействуют большое количество танков, БМП и БТР. Для противодействия им западные танки, разработанные и запущенные в серийное производство в конце 70-80-х годах прошлого века, такие как «Леопард-2», оснащались совершенной системой управления огнем, мощной танковой пушкой высокой баллистики и современными снарядами, а также совершенным бронированием, что позволяло им поражать цели, в первую очередь танки, одним-двумя снарядами на дистанции до 2 километров и более. Однако в условиях широкомасштабного вооруженного конфликта на Украине боевое применение «Леопард-2» наглядно показало, что данная концепция устарела и не в полной мере соответствует современным требованиям. Украинским войскам пришлось прорывать глубоко эшелонированную и хорошо подготовленную оборону российских войск. И в этих условиях германские «Леопард-2» и их украинские экипажи показали себя далеко не с лучшей стороны. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что поставки западных танков объективно обрекали украинские войска на высокие потери. Вооруженные силы Украины поставлялись танки, соответствующие требованиям 80-х-90-х годов прошлого века, и они имели относительно слабое по современным меркам бронирование, и при этом никакой их модернизации с точки зрения усиления всех аспектов защищенности не проводилось. Меж тем, в 2000-е годы было разработано и реализовано несколько вариантов модернизации танка «Леопард-2» для различных заказчиков, предусматривающих усиление защищенности машины путем установки пакетов модульного бронирования и решетчатых экранов. К прорыву глубоко эшелонированной обороны западные танки также оказались не готовы. Танковые колейные и ножевые минные тралы к «Леопард-2» на Украину не поставлялись, а количество отправленных Украине инженерных машин на базе танков «Леопард-1» и «Леопард-2» относительно невелико. И в результате к проделыванию проходов для колонн бронетехники привлекались сохранившиеся устаревшие машины разминирования советского образца БМР-2. Впервые танки «Леопард-2» в составе ВСУ пошли в бой 4 июня 2023 года в ходе широкомасштабного наступления украинской стороны с целью разгрома российской группировки, действующей в зоне СВО. И согласно сообщениям российских СМИ, в ходе июньского наступления «Леопард-2» применялись в составе танкового батальона 33-й механизированной бригады сухопутных войск Украины. К началу наступления на запорожском направлении танковый батальон включал по 14 танков модификации «Леопард-2А4» и «Леопард-2А6», а также 4 «Леопарда-2А4» в управлении батальона. 3 механизированных батальона бригады в совокупности имели 90 боевых бронированных машин с повышенной противоминной защитой «Макс-Про», а также в составе группировки 33-я механизированная бригада совместно с 43-й механизированной бригадой имели 99 БМП «Брэдли» и 28 танков, а также 37-я бригада морской пехоты, оснащенная боевыми бронированными машинами с тяжелым вооружением АМХ-10 РС в составе 14 единиц и БМП «Мастиф». Подразделения противника, оснащенные «Леопард-2А4», «Леопард-2А6» и также БМП «Брэдли», наступали из района населенного пункта Орехово в направлении населенных пунктов Токмак и Работино с целью прорыва обороны российских войск и выхода на Мариупольское направление. В этом районе занимала оборону 42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская краснознаменная дивизия 58-й армии. Здесь же действовали подразделения и 22-й и 45-й бригад специального назначения. Заблаговременное вскрытие разведкой основных направлений наступления противника обеспечило российской стороне необходимое время для подготовки эшелонированной обороны. До начала наступления противника проводились и действия по снижению возможностей системы ПВО и РЭП ВСУ, а также нарушение функционирования органов тыла путем нанесения ударов авиации, артиллерии по пунктам управления и также районам сосредоточения противника и складам боекомплекта.
В период, предшествующий началу наступления ВСУ, российские войска отрабатывали технику борьбы с ними, делая особый упор на взаимодействие различных родов войск. ВСУ наносили удары на стыке 291-го и 70-го гвардейских мотострелковых полков. Наступление началось в 2 часа ночи после мощной артподготовки и воздействия силами и средствами РЭП на каналы связи с целью нарушения боевого управления российскими подразделениями и также создания помех каналам управления БПЛА. Из-за наличия минных полей перед фронтом обороны российских подразделений техника противника действовала в составе колонны, состоящей из танков БМП и БТР, и в том числе машин с повышенной противоминной защитой «Макс-Про», «Массив» и «Вольфхаунд». Колонны двигались за боевыми машинами разминирования. Выдвижение и сосредоточение сил противника было заблаговременно обнаружено российскими разведгруппами, а затем по колоннам наносились удары боевыми вертолетами ПТУР и артиллерией. Первыми уничтожались машины разминирования, затем поражались танки и БМП. В ходе наступления ВСУ ярко проявились уже традиционные проблемы недостаточной подготовки украинских экипажей, эксплуатирующих вооружение и технику зарубежного производства. В полной мере это относится и к экипажам танков «Леопард-2». Танкисты, обучающиеся на протяжении 2-3 месяцев, вряд ли смогли бы в полной мере освоить сложные боевые машины. Незнание ими тактико-технических характеристик танков, их возможностей и ограничений, обусловленных массой и габаритами машинами и спецификой функционирования системы узлов в различных условиях, привело к неправильной эксплуатации и использованию танков в боевых действиях. Кроме того, начало украинского наступления продемонстрировало существенные проблемы в вопросах боевого обеспечения украинских войск, включая отсутствие должной координации и связи между наступающими украинскими подразделениями и частями, а также недостаточно эффективную работу разведки. В условиях недостаточной эффективности прикрытия средствами ПВО и РЭП частей ВСУ, находившихся на линии боевого соприкосновения, в преддверии украинского наступления ведь российские войска провели масштабные действия по поиску, обнаружению и уничтожению сил и средств ПВО и РЭП. Танки и БМП противника попадали под удары российских баражирующих боеприпасов типа «Ланцет» и FPV-дронов, корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь». Их наведение осуществлялось и в том числе с БПЛА, подсвечивающими цели лазерным лучом, еще на этапе передвижения и сосредоточения. И таким путем были повреждены и уничтожены несколько танков «Леопард-2А4» и «Леопард-2А6». «Леопарды» оказались уязвимы для ударов баражирующими боеприпасами. Российская же сторона к моменту начала контрнаступления накопила значительный опыт их использования. Были учтены и недостатки предыдущего периода, усовершенствована конструкция и отработана тактика применения, что принесло ощутимые результаты. Существенную угрозу «Леопардам» предоставляют российская артиллерия и ПТУР, они же противотанковые управляемые ракеты. При этом не видно было взаимодействия групп танков и БМП ВСУ, например, с боевыми разведывательными машинами, такими как АМХ-10. В ходе украинского наступления выявился и ряд конструктивных недостатков «Леопард-2», и прежде всего это касается слабой защищенности. Бронирование лобовой части корпуса и башни «Леопард-2А4» не обеспечивают защиту от современных ПТУР и танковых снарядов. Навесные модули бронирования, устанавливаемые на передней части башни «Леопард-2А6», не выдерживают попадания артиллерийских снарядов из-за относительно слабых креплений, и в результате их смещения или срыва скреплений открывается лобовая часть башни. Крыши и борта башни и корпуса, прикрытые относительно тонкой броней, не обеспечивают необходимого уровня защиты от попадания артиллерийских снарядов и баражирующих боеприпасов. Использование большого количества электроники в конструкции зарубежных танков и БМП стало еще одной уязвимой областью. Экипажами российских танков и артиллерии использовалась тактика поражения танков «Леопард-2» осколочно-фугасными снарядами с целью вывода электроники из строя, после чего танки, частично утратившие боеспособность, либо же брошенные экипажами, добивались противотанковыми управляемыми ракетами, а также бронебойно-подкалиберными снарядами и артиллерией и баражирующими боеприпасами. «Леопард-2» поражались и противотанковыми средствами пехоты. В ходе одного из боевых столкновений по продвигающемуся подразделению российской пехоты открыл огонь украинский танк «Леопард-2», и огонь корректировался с БПЛА. Помощник гранатометчика Андрей Кравцов обошел танк с фланга и поразил его в борт. И уязвимость бортовой проекции – это по-прежнему проблема большинства танков и БМП. Кроме того, российские войска использовали тактику активных минных полей. Инженерная система дистанционного минирования ИСДМ земледелия обеспечивала оперативное создание минно-взрывных заграждений на расстоянии от 5 до 15 километров от своих позиций с помощью реактивных снарядов. В ряде случаев российским инженерным подразделениям удавалось оперативно создавать минные поля перед фронтом и на флангах наступающих украинских войск, а также в тылу отходящих подразделений ВСУ. Всего в ходе первого месяца боев российскими войсками было поражено от 15 до 18 танков «Леопард-2А4» и «Леопард-2А6». Несколько единиц остались на поле боя.
двое, остальные были эвакуированы. Причем в ходе эвакуации российские войска уничтожали украинские БРЭМ и тягачи, и в том числе на базе «Леопард-2». И в дальнейшем использование «Леопард-2» украинскими частями было ограничено. Эти танки вывели в резерв, и, возможно, не без указаний со стороны западных советников. По данным зарубежных СМИ, группировка ВСУ, действующая в запорожском направлении, за июнь 2023 года потеряла до 30% бронетехники, имеющейся к началу контрнаступления. В июле 2023 года танки «Леопард-2» и БМП западного производства использовались небольшими группами по 2-3 танка и по 4-8 БМП. Главной задачей таких групп была доставка пехоты как можно ближе к линии боевого соприкосновения, после чего пехотные подразделения действовали пешим порядком, а бронетехника поддерживала их огнем. Кроме того, танки «Леопард-2» использовались для ведения огня с закрытых позиций, чтобы максимально реализовать потенциал огневой мощи танка. Опыт боев на Украине вообще возродил интерес к способам ведения огня танками закрытых позиций и необходимым для этого техническим решением. Однако такая тактика ощутимого успеха не принесла. Танки «Леопард-2» продолжали нести потери, и по информации СМИ только в июле было поражено еще 7 танков «Леопард-2». Также российская 34-я отдельная мотострелковая горная бригада уничтожила в ходе таких столкновений еще 2 «Леопарда-2», поддерживающих наступление 23-й механопехотной бригады ВСУ в направлении населенных пунктов Левадное и Приютное. Еще несколько единиц были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и БПЛА, и сообщалось, что «Леопард-2» в июле понесли потери от ударов по транспортным узлам и базам хранения. В частности, в Харькове при нанесении ударов ракетами «Искандер» по эшелонам военной техники повреждения получили 3 «Леопарда-2». Интенсивное использование «Леопард-2» довольно быстро привело к сокращению запасов снарядов для танковых пушек. Концепция поражения целей с минимальным расходом снарядов за счет совершенной системы управления огнем не была реализована украинской стороной как по причине недостаточной подготовки экипажа, так и вследствие крайне неблагоприятных условий, таких как наличие протяженных минных полей, воздействие огня российской артиллерии, также ПТУР, авиации и прожиживающих боеприпасов и БПЛА, а также и тактики российских войск. Поражение российских танков затрудняется их относительно небольшими габаритами и активным маневрированием с постоянной сменой позиций и ведением ими огня из укрытий. И кроме того, судя по имеющейся информации, определенную часть поставляемых для пушек «Леопард-2» снарядов составляют бронебойно-подкалиберные снаряды, которые, судя по опубликованным в российской печати сведениям, не обеспечивают поражение российских основных танков, таких как Т-90, Т-80 БВМ и Т-72 Б3М, по крайней мере по лобовой проекции. Недостатки «Леопард-2», выявленные в ходе широкомасштабных военных действий, привели к стремлению повысить его защищенность. При этом, как уже говорилось, страны НАТО, поставляющие танки «Леопард-2», несмотря на значительные объемы финансовых ресурсов, выделяемых на оказание военной помощи Украины, не предприняли никаких попыток усилить защиту танков. Не проявляли инициативу в этом вопросе и концерны, выпускающие танки. Хотя конфликт на Украине продолжается уже более года, и проблемы уязвимости танков вполне очевидны. И в итоге работы по усилению защищенности танков «Леопард-2» проводятся украинской стороной самостоятельно. Например, на танках устанавливают элементы динамической защиты «Контакт-1», а в войсках монтируются различные конструкции крепления для всевозможных сеток, защищающих от воздействия российских бражирующих боеприпасов типа «Ланцет». И это несколько снижает подвижность и проходимость танков. Однако наличие на танке «Леопард-2» динамической защиты и других навесных элементов потребует, видимо, более сложных приемов борьбы с ними, и в частности огня артиллерии не только для вывода из строя оптоэлектронных и электронных систем, но и для срыва дополнительной защиты с последующим обстрелом противотанковыми управляемыми ракетами и РПГ, совместного применения кумулятивных снарядов и боеприпасов многофакторного поражения. К тому же никто не отменял уязвимости ходовой части от подрывов и обстрела. Более широко опыт применения «Леопард-2» и выявленные при этом конструктивные недостатки отразились на направлениях совершенствования бронетанковой техники в целом. Так, в проекте модернизации французского основного боевого танка «Леклерк» до уровня «Леклерк XLR» предполагается существенное усиление защищенности путем установки модульной брони. Проблемой стали и сервисное обслуживание и ремонт вышедших из строя и поврежденных западных танков силами украинской армии. Более высокие требования к обслуживанию и ремонту танков по сравнению с советской бронетехникой требуют наличия квалифицированных специалистов и необходимого оборудования. Поэтому экипажи украинских «Леопард-2» ограничиваются самыми простыми операциями. Они могут осуществлять замену фильтров, контролировать состояние и уровень масел и расходных жидкостей, а также осуществлять полевой ремонт и замену опорных катков и гусениц. При этом более сложные виды работ по моторно-трансмиссионной системе и бортовой электронике осуществляются в соответствии с гарантийными требованиями по эксплуатации машины
и они исключают осуществление ремонта силами экипажей и накладывают ограничения на эксплуатацию этих танков. В определенном смысле украинская сторона связана обязательствами перед западными партнерами как в вопросах тактики, так и сервисного обслуживания и ремонта. Для возмещения потерь в технике, понесенных ВСУ в июне-июле, страны НАТО предприняли комплекс мер по восстановлению боеспособности украинских частей, включая поставки новых танков «Леопард-2» и боеприпасов к танковым пушкам и подготовку дополнительного количества экипажей. И в конце июня концерн Rheinmetall сообщил о планах поставки на Украину в течение 2024 года 14 танков «Леопард-2А4». Тем не менее, противодействие, оказанное российскими войсками западной бронетехники, используемой ВСУ, включая танки «Леопард-2», и возможные способы дальнейшего применения этой техники на фронте, дают основание еще раз вспомнить опыт обороны советских войск на Курской дуге летом 1943 года и, разумеется, с учетом кардинальных изменений системы вооружения и условий ведения боевых действий. Видно, что не утратили своего значения такие положения, как плотность и глубина обороны и выявление танкоопасных направлений, разведка на большую глубину и начало борьбы с бронетехникой противника на дальних дистанциях, в местах сосредоточения на марше в предбоевом порядке, а также минные поля перед передним краем, на флангах и в промежутках, быстро устанавливаемые минно-взрывные заграждения, а также тесное взаимодействие противотанкистов, пехотных гранатометчиков и огнеметчиков. Основные принципы борьбы с бронецелями сохраняют свое значение, но методы их реализации меняются вместе с самими целями, средствами борьбы. Впрочем, российские войска показали изобретательность, опыт и стойкость в борьбе с очередными немецкими бронированными кошками. А вам хочу сказать большое спасибо за просмотр. Если вы хотите помочь развитию моего канала и получить контент обо мне вне моделизма и техники, то я приглашаю вас на мою страничку на Boosty. Ссылочка будет в описании. До новых встреч, пока-пока, и заглядывайте на мой модельный канал.